Добро пожаловать! Я приветствую всех искренних ищущих, всех людей Дхармы у себя на канале. Мы продолжаем серию о мистике от А до Я. Я думаю, вам понравилось предыдущее видео, в котором я подробно остановился на всех шагах, которые по сути являются обязательной программой всех мистических учений. А сегодня будет, я думаю, самая важная тема. Самая важная тема, потому что она будет посвящена духовному эго, духовной гордыне. Она по сути о том, как пройти этот путь, не сформировав новое духовное эго. Когда я описывал вот этих живущих, у нас в учении мы их выделяем 5, живущий в сознании, такой самый глубокий, живущий, который как бы занят метафизическими проблемами. Помните, да, мы говорили прошлое и будущее, быть или не быть. Он же является основным притязающим фактором на вашу духовность. И он не в ментале. Он притязает не на концепции. Он притязает не на то, что вы прочитали в книгах. Это более глубокий уровень притязания. Это притязание на духовность, на учение, на все эти самадхи, на пробуждение. И он в состоянии притязать на те опыты, которые происходят, которые закрываются, описываются и становятся его достижением. Именно этот живущий в сознании не дает вам выйти на опыт сознания в итоге. Так вот, сегодняшнее видео – это попытка предупредить и помочь, чтобы вам не сформировать это духовное эго, эту духовную гордыню, следуя по пути. Ведь снимая один уровень эго, можно укреплять другой уровень эго. И часто, очень часто так и происходит. И этот живущий в сознании становится таким одухотворенным и переходит в такой разряд, я раньше говорил, как живущий чуть ли не в духе. И от него есть только одно противоядие. Только одно противоядие. Это либо пробуждение к сознанию, либо это очень плотная и честная работа с душой. Теперь я коснусь этапов формирования духовного эго. Все начинается с неверного представления о том, что движет ищущим. Вот однажды начинается этот духовный поиск, это духовное путешествие, и уже его мотивы начинают присваиваться. Я не такой, как другие. Все ищут деньги, а я ищу пробуждение. Я не такой, как 99% людей. У меня особенные глюки, у меня особенные страдания, у меня экзистенциальный кризис и прочее, и прочее. То есть присвоение всей этой духовной движухи начинается с самого начала. Поэтому наше учение уделяет очень большое внимание правильной трактовке того, что с вами происходит. Поэтому первый момент – четкое понимание, что к вам, как к индивиду, это не имеет отношения. В вашем сознании индивидуальном есть
та часть сознания, которая называется душа. И именно оттуда идут эти импульсы к освобождению, к исцелению, к свободе от эго. То есть в вашем сознании есть исцеленная часть. И если она уже разбужена, она находится не в таком зачаточном состоянии зернышка горчичного, о котором говорил когда-то Иисус, то она пробуждается довольно рано. И начинается вот это сопротивление эгоистической части сознания, которая зациклена на живущем, которая зациклена на этом переживании отделенности. Поэтому, чтобы уже на первом этапе не совершать эту ошибку, вы должны четко услышать: это не ваш выбор, это не выбор эго, это не выбор этого индивида. В сознании зародилась бодхичитта, в сознании зародилась душа, в сознании появилась часть, которая начинает это мистическое путешествие. И она не остановится до того момента, пока полностью не освободит все сознание от этого вируса отделенности, от этого ложного чувства отдельности, от этой ложной сущности, от этого ложного субъекта. Как бы вы ни называли эго-структуру, она будет, сознание будет освобождено. И у вас уже в сознании есть эта светлая, чистая часть, которую мы называем душа. Это первый момент. Четкое понимание, что это не мой выбор. И это позволяет вам не притязать, в том числе на плоды. Дальше, по мере продвижения в практике, у вас случаются всевозможные опыты. У вас открывается пребывание в моменте, у вас открываются отраженные аспекты, у вас открывается самость, которая есть сердце всей индивидуальности. И на все на это может идти притязание с уровня повыше, с этого живущего в сознании. Он может притязать на естественную личность, на открывшуюся самость, на гармонию с миром, на переживание энергетического тела и единства всей энергии. Он может притязать на любой опыт, который находится ниже уровня сознания. Это такой живущий в сознании, который взращивает духовную гордыню. Мы его называем духовное эго. И это крайне неприятный вид духовной ошибки, духовного заблуждения. Когда я говорил о привязанности к пустоте, о привязанности к вот этому ложному сознанию, третьей ошибкой является взращивание духовной гордыни. То есть это три самых тяжелых и самых распространенных ошибки на пути. То есть некто все ваши продвижения присваивает, накапливает и начинает переживать то, что мы называем особостью, исключительностью. И как бы вот учение становится неким маркером моей крутизны, моей особости. Поэтому мы вначале в самом уделяем большое внимание правильному пониманию, что такое учение. Учение, согласно нашему видению,
это ответ на невежество, ответ на заблуждение, ответ на этот вирус отделенности. Поэтому оно имеет смысл только, когда есть невежество. И оно отбрасывается, когда невежество уходит. То есть учение не имеет некой собственной ценности. Замечаете, да, какая сразу происходит трансформация понимания, что учение не является самоценностью. Это не ваша собственность. Оно существует только в связи с тем, что существует болезнь. В связи с тем, что существует невежество. В связи с тем, что существует заблуждение. И тогда нет привязанности к учению. Как говорил Рамана Махарши, это то, что достает занозу, иголка, которая достает занозу. Но она должна быть отброшена, выброшена в костер. Она не должна стать новой золотой занозой. Не должна стать причиной гордости. Она всего лишь выполнила свою работу. И она должна быть отброшена, потому что она есть ответ на невежество. Гордиться тут нечем. Если вы гордитесь учением, вы гордитесь невежеством, потому что нет невежества и нет учения. Представьте, если бы вы встретились с существом из других миров, которое никогда не переживало никаких заблуждений, таким пробужденным существом. Стали ли вы бы ему рассказывать об учении? Оно бы смотрело на вас, как на полоумного. Потому что это имеет смысл только потому, что мы живем в сансаре. Потому что у нас есть повреждения, и мы хотим их исцелять. Это выглядело бы как безумный хирург, который просит внимания, почитания, не снимая своего вот этого халата, весь в крови зашел бы в метро и требовал бы от вас уважения, почитания к своей персоне. Ведь он только что спас человека. Но он снимает свой халат, моет руки, превращается в обычного человека и заходит в метро. Эти люди не у него на приеме, они просто едут по своим делам, как и он. Поэтому даже если это ваша специальность, профессия, есть же у нас мастера, учителя, вы их не узнаете в толпе. Они не ходят с плакатами «Пробужденные всех стран, соединяйтесь». Это паранойя, это духовное эго. Они очень обычные, они любящие, и они ненавязчивые. Потому что учение – это ответ на невежество. И не более того. Это не то, чем стоит гордиться. Это просто инструмент. Если вы это услышите, то вы поймете, что такое учение, и вы будете ценить его, но вы не будете его делать как некой самодостаточной ценностью, как это представляет эго. Второй момент. Если мы движемся по пути, то это нормально, что мы замечаем некие изменения, мы замечаем некие состояния, мы ими делимся, мы общаемся. Но эго потихоньку присваивает себе плоды нашей практики и хочет соревноваться ими с другими ищущими.
Это говорит о том, что вы попались во вторую ошибку и позволили эго-структуре притязать на плоды практики. Начинаются соревнования, кто более осознан, у кого сколько пхуми, у кого сколько каких-то там отметок, еще чего-то, сколько сатори, сколько самадхи. Это все, ребята, духовная гордыня. Потому что это присвоено. И я вам сейчас объясню, как пройти эту тему, не создав духовное эго. Смотрите, духовность имеет корень дух, душа. То есть душа – это исцеленная часть вашего сознания, которая и является получателем всех плодов практики. Ведь это эта часть сознания за счет этого расширяется. То есть никакое эго здесь ни при чем. Все плоды практики, все плоды учения должны быть отданы душе и духу. Вы как бы посвящаете это делу освобождения. Это ваше освобождение. И здесь нет притязания. В буддизме иногда посвящают все свои достижения на благо всем живым существам. Это тоже способ не плодить гордыню по результатам своей практики, по результатам своего пути. Я же вам предлагаю еще проще. Как контрагентом опосредованного опыта является ум, контрагентом непосредственного этот организм, контрагентом духовного опыта является душа. То есть все, что с вами происходит в этом секторе опыта, принадлежит душе. Думайте о ней. Отдавайте ей все свои заслуги. Отдавайте ей все свои результаты. Душа не умеет гордиться. Все, что она хочет, это исцеление, встречи с Духом, со своей природой, и встречи с Богом, со своей сущностью. Вы не заставите ее соревноваться. Она скучает по дому, она скучает по Богу. Она никогда не будет соревноваться. И ее суть – это любовь, ее суть – это приятие и прощение. Поэтому, если вы заметите в себе эти симптомы, позовите душу, отдайте ей все это. А она простит эти претензии. И вам станет гораздо легче двигаться по пути к освобождению. Путь освобождения – это не накопление, это не усиление эго, но на гораздо более глубоком уровне. Поэтому, если вы ощущаете некую особость, некую духовную продвинутость, гордыню, приступите к этой практике, отдаванию душе и духу всех этих достижений. И вспомните, что я вам говорил об учении. Оно не имеет собственной ценности. Оно лишь ответ на невежество. Говоря об учении, вы говорите о невежестве. Говоря о своих достижениях, вы говорите о том, насколько вы были невежественными. Учение должно отпускаться вместе с вашим продвижением. И даже если вы ощущаете в себе силу помогать другим, вы должны слышать это.
что учение – это не способ возвышаться, учение не способ строить себе трон, учение не способ быть лучше, учение не способ компенсировать свои неудачи, учение не способ обогащаться. Учение – это искренняя, честная практика, которая имеет место быть только потому, что невежество все еще здесь. Я надеюсь, я достаточно полно осветил этот вопрос, дал вам практику и дал вам направление, и надеюсь, что после этого ваша практика пойдет еще лучше, и она не станет тем источником нового духовного эго, которое потом очень трудно будет отпустить. Спасибо вам за внимание. Был счастлив с вами общаться. Ну а теперь минуточку приятия. Спасибо вам. Это была сложная тема, но я надеюсь, что вы услышите ее. До новых встреч.